Добрый вечер, дорогие друзья! Я вас рад приветствовать на своем канале. Добро пожаловать! У нас сегодня на разборе будет одна книга и одна карта. Это старший аркан Колесница. Вот таким вот совершенно необычным, потрясающим образом она выглядит на колоде Гюставо Дере, которую составила компания Лос Карабео. Видите, здесь изображено у нас два страуса в упряжке, на которых восседает паж, а позади привязана та самая колесница в виде небольшой коляски, в которой сидит маленькая девочка. Совершенно такой детский, кукольный даже несколько, я бы сказал, образ, в отличие от нашей классической карты, где изображен рыцарь в доспехах, который восседает на такой грозной мощной колеснице, запряженной сфинксами. В иных колодах это могут быть лошади, но пара так или иначе присутствует. А здесь символика несколько иная, несколько другая. Но наша задача как раз и состоит в том, чтобы, полнее погрузившись в сказку, которую написала графиня де Сюгюр, она же Софья Федоровна Растопчина, писала она на французском языке, потому что жила во Франции. И погрузившись полнее в саму эту сказку, мы познакомимся с персонажем, который здесь изображен. И хотя сам по себе аркан называется «Колесница», и мы в большей степени должны думать и понимать и знать, что это не столько про персонажа, который сидит на этой самой колеснице, сколько про саму колесницу, как некий инструмент, как нечто вспомогательное, которое помогает колесничему двигаться вперед. Вы все знаете, что это карта движения и стремления. Карта продвижения вперед. Это мужская карта. Мужская в том смысле, что она пропитана активной энергией, она пропитана движением вперед. Но мы будем об этом подробнее сегодня говорить, когда перейдем к глубинному разбору после прочтения. А сейчас обратите, пожалуйста, внимание на саму гравюру. Сегодня один из тех вариантов, когда гравюра не очень-то и расширяет нам пределы самой карты. Буквально слева-справа есть чуть-чуть небольшие поля, которые нам обрезали картинку, но не добавили ничего. Картина не раскрылась. Мы видим всю ту же девочку, восседающую на коляске, запряженной парой страусов, которыми управляет паж. Название сегодняшней лекции – Блондина. Так зовут эту девочку. Я не буду читать всю сказку, потому что она длинная, поэтому перескажу ее. В далеком-далеком государстве жила замечательная семья. Муж – король, жена у него королева, и рождается маленькая девочка. Недолго король наслаждался своим счастьем, потому что буквально через несколько месяцев королева умирает. Да, он окружает свою дочку заботой, лаской, любовью. Она растет в счастье и не знает, что такое горе. Она растет без мамы. В какой-то момент, как это часто бывает, министр начинает напоседать на нашего короля, заставляя его жениться вновь. Дескать, надо для королевства, чтобы была жена. Он не любил никого у него не было на примете, он поручает своему другу по совместительству одного из министров, чтобы он нашел ему хорошую жену. В первую очередь, хорошую маму для блондины. И он находит такую. Он находит самую лучшую, как он думал. Как же он заблуждался. Он нашел некую Фурбетту, которая стала женой короля и приемной мамой, то есть мачехой для нашей блондины. Но их первое знакомство, когда еще блондина была совсем маленькой, по-моему, 3-летней, оно рассталось в точке над «и» и дало понять, что Фурбетта, она злая, она коварная, она жестокая. Одного взгляда хватило для того, чтобы маленькая девочка расплакалась и в слезах бросилась к папе со словами «Пожалуйста, не оставляй меня с ней наедине». Так и случилось, девочка росла отдельно от своей мачехи, король их разделил, потому что он понял достаточно быстро настоящую натуру этой Фурбетты. У нее тоже родилась дочка, но с другими темными волосами, в отличие от нашей блондины. Девочка пошла характером свою мать. Она постоянно какие-то колкости устраивала. Она щипала, она кусала, она била ее игрушки, блондин имею в виду.
Так блондина выросла до 7-летнего возраста, и сейчас мы с вами перейдем к чтению той части, которая конкретно касается изображения на карте. Блондине было уже 7 лет, а Брунетте, Брунетта это сестра ее сводная, а Брунетте 3. Король подарил блондине красивую маленькую коляску, запряженную 2 страусами, которыми управлял 10-летний паж, племянник блондининой кормилицы. Пажа звали Гурман Дине, и он горячо любил блондину, с которой играл, когда был маленьким, и которая успела сделать ему массу хорошего. Но был у него один ужасный недостаток. Он был так прожорлив и так любил лакомства, что за кулек вкусных конфет пошел бы на любой скверный поступок. Блондина частенько ему внушала: «Я тебя, Гурман Дине, люблю. Но мне не нравится, что ты такой обжора. Умоляю тебя, избавься от этого низкого порока, ведь от него все окружающие приходят в ужас». Гурман Дине целовал ей руки и обещал исправиться, но продолжал при этом красть с королевской кухни пирожки, из тронного зала шоколадки, и нередко его пароли за непослушание и обжорство. Королева Фурбетта довольно скоро проведала о наказаниях, которым подвергали Гурман Дине, и поняла, что можно воспользоваться постыдной слабостью пажа и обратить ее на погубление блондины. И она составила план. Сад, по которому блондина прогуливалась в своей миниатюрной коляске, запряженной страусами и с Гурманом Дине в качестве кучера, отделялся решеткой от огромного и роскошного леса, который называли сиреневым, потому что в нем в любое время года цвела сирень. В этот лес никто не ходил. Все знали, что он заколдован, и всякий, кто в него войдет, никогда уже не сможет выбраться обратно. Гурман Дине губительные свойства леса были прекрасно известны, и ему категорически запрещалось направлять экипаж в эту сторону из опасения, что блондина по неосторожности может перебраться через решетку и пойти гулять в сиреневый лес. Она-то ведь про него ничего не знала. Много раз король приказывал воздвигнуть вдоль решетки каменную стену или, по крайней мере, сделать прутья решетки более частыми. Королева Фурбетта начала с того, что заручилась дружбой с Гурман Дине, ежедневно угощая его все новыми лакомствами. Когда же она превратила его в законченного обжору, который не мог ни минуты обойтись без леденцов, тортов и мороженого, ими королева обильно снабжала этого сладкоежку, она вызвала его к себе и сказала: «Гурман Дине, выбирай одно из двух. Ты можешь заработать целый сундук конфет и тянучек, или же ты больше никогда к ним не притронешься». «Не притронуться к тянучкам? О, мадам, да я же умру от тоски. Говорите, мадам, говорите, что мне нужно сделать, чтобы избежать такого несчастья». Тебе нужно отвезти принцессу-блондину на опушку сиреневого леса». «Этого я не могу, мадам. Король строго-настрого запретил мне приближаться к лесу». «Ах, ты не можешь? Тогда прощай. Я больше не буду тебе давать лакомства. Я прикажу, чтобы никто во дворце тебе их не давал». «О, мадам, не будьте так жестоки. Дайте мне другое поручение, и я все исполню». «Повторяю тебе, мне нужно, чтобы ты отвез блондину на край сиреневого леса, а потом заставил ее выйти из экипажа, пролезть сквозь решетку и войти в лес». Далее между ними продолжается длинный диалог. Каждый раз Фурбетта приводит свои доводы, Гурман Дине всячески припирается, но в конце концов Гурман Дине подумал еще минутку и, увы, он согласился принести в жертву свою хозяйку за несколько горстей конфет. Весь остаток дня и всю ночь провел он в ужасных сомнениях, стоит или не стоит совершать это постыдное преступление. «Ну,
Как же иначе? Он удовлетворит свой неутолимый аппетит на шоколадки и пирожки с вареньем, если откажется исполнить приказание королевы. В конце концов, гурман Дине решил, что потом он вызволит блондину из волшебного леса, обратившись к какой-нибудь могущественной фее. Рассудив так, он перестал колебаться и решил, что исполнит приказ королевы. На следующий день в 4 часа блондина велела запрячь свою маленькую коляску и отбыла на прогулку. Когда они отъехали настолько далеко, чтобы их нельзя было видеть из дворца, гурман Дине круто повернул упряжку и направил ее прямо к решетке, отгораживавшей сад от сиреневого леса. Он был подавлен и молчалив. Совершаемое им преступление камнем давило на его сердце и совесть. «Что с тобой, гурман Дине? Ты не хочешь разговаривать? Не заболел ли ты?» «Нет, принцесса, я хорошо себя чувствую». «Но ты такой бледный. Скажи-ка лучше, какие заботы тебя терзают? Обещай сделать все возможное, чтобы тебя развеселить». Эти добрые слова, произнесенные блондиной, и едва ее не спасли, потому что сердце гурман Дине от них совершенно растаяло. Но воспоминание о конфетах, обещанных Фурбеттой, разрушило добрый порыв. Прежде чем он собрался ответить, страусы остановились у самой решетки сада. Дальше начинался сиреневый лес. «Какая прекрасная сирень! Какой удивительный запах! Как мне хочется нарвать большой-большой букет и подарить его папе! Садись, облучка, гурман Дине, и сорви для меня несколько веток». «Я не могу оставить экипаж, принцесса. Страусы могут взять с места, пока я буду в лесу». «А что в этом ужасного? Я и одна сумею доехать до дворца». «Но король задаст мне головомойку за то, что я оставил вас одну, принцесса. Лучше, если вы сами сбегаете за сиренью». «Ну что ж, твоя правда, и я буду очень опечален, если тебя выбранят, бедный мой гурман Дине». И с этими словами она проворно выпрыгнула из коляски, пролезла сквозь решетку и принялась рвать сирень. Увидев все это, гурман Дине задрожал от страха. В голове у него все перемешалось, а сердце зашевелилось от укоров совести. Он хотел было все поправить и окликнул блондину, чтобы поскорее увести ее во дворец, но хотя блондина была в каких-нибудь 10 шагах от него, и он ее отлично видел, она не услышала его голоса, и мало-помалу все углублялось в заколдованный лес. Некоторое время он еще мог наблюдать, как принцесса рвет ветки сирени, а потом она исчезла из глаз. Да, в конце этой части сказки гурман Дине раскаялся, он звал блондину. Он думал, что она его услышит, но сиреневый лес был заколдованным. Принцесса об этом не знала, она уходила все дальше и дальше, в надежде, что в любой момент она сможет вернуться, как из обычного леса, как из обычного сада, к своей повозке, и они поедут к своему папе, она подарит ему красивый, замечательный букет. Но время шло, блондина не возвращалась, гурман Дине вернулся во дворец. Естественно, он пошел сразу. Нет, не к королю. Эта продажная сволочь пошла к Фурбетте. Та ему вручила мула, запряженного целым сундуком конфет, и отправила к своему отцу в свое королевство. По дороге с ним случается несчастье. Мул взбрыкнул, сбросил его, он упал, ударился головой и умер. Конечно, Фурбетта наврала с 3 короба относительно того, что случилось и с гурман Дине, что случилось с самой блондиной. Но история не о них. Мы их оставляем несколько в стороне и сейчас перемещаемся с вами, чтобы понять, а что же сейчас происходит с самой блондиной. Да, она была увлеченная тем, что собирала цветы. Каждый раз, набирая полную охапку, она замечала новые, доселе невиданные цветы, выбрасывала старые нарванные цветы и начинала собирать новые. Так продолжалось много часов. Когда она подняла голову и спохватилась, поняла, что зашла слишком далеко. Попыталась вернуться по собственным следам обратно. Ей это не удалось. Понимая, что дело ближется к ночи, к закату,
И как и полагается такой замечательной девочке, думала в первую очередь не о себе, думала о своем отце, что она его опечалит. С этой мыслью она набредает на маленького кота, который такой приветливый, такой ласковый, заботливый, как будто бы ее и понимает даже с полуслова. Разговаривать не может, а понимает. Между ними состоится, если так можно сказать, диалог, и этот кот увлекает ее за собой. Каждый раз, когда кот идет вперед, расступаются кусты, она следует за ним, за ней кусты закрываются. Может быть, в этом и было волшебство этого самого леса. О нем пока еще блондина не знает. В итоге они выходят к роскошному дворцу. Заходя вовнутрь, там они знакомятся с белой ланью. Белая лань, в отличие от кота Мурлыки, умеет разговаривать человеческим голосом. И она говорит блондине о том, что с ней случилось на самом деле. Она раскрывает ей всю правду. Но говорит, что она не может сейчас же вернуться домой, потому что лес заколдован. И хотя здесь живет белая лань и этот кот Мурлыка, но они находятся во власти колдуна, который управляет этим лесом, и самостоятельно вызволить блондину не в силах. Но не все потеряно. Они заверяют ее в том, что придет время, и все вернется на круги своя, и она снова сможет объединиться со своим отцом. Ей нравится блондине и белая лань, и кот Мурлыка. Они становятся для нее как бы родителями, новой семьей, они заботятся о ней, они всячески ее опекают и оберегают. И с первых же минут знакомства она это понимает. Заканчивается их первый день, блондина ложится спать. Она спит всего одну ночь, а утром, проснувшись и подойдя к зеркалу, она себя не может узнать, потому что из маленькой 7-летней девочки она превратилась в настоящую взрослую красавицу. Ей 14 лет. Она проспала 7 лет в течение одной ночи. И в этот же самый момент утром она осознает и понимает, что ее голова наполнена знаниями, что этот один день, эта одна ночь не прошли даром. Спускаясь вниз на завтрак с белой ланью и котом Мурлыкой, она говорит о своих наблюдениях. Те подтверждают, что да, в течение 7 лет они занимались ее обучением, всевозможными науками. Она садится за фортепиано, начинает играть мелодию. Она берет кисти и начинает писать красивую картину. Она сочиняет стихи, она блещет эрудицией, фантазией, знаниями иностранных языков. В общем, за этих 7 лет одни поднатаскали ее и подняли на совершенно иной уровень. Настолько, что она стала образованной девочкой, девушкой. Молодой, уже сформированной, которая выглядит как взрослая женщина. За что, конечно же, очень благодарна блондина своей новой семье. Но ее терзает мысль относительно того, а как же там ее папа, а что же с ним? Еще полгода она проводит вместе в этой своей новой семье. Постоянно слышит заверения относительно того, что придет время, и она сможет вернуться к своему отцу. Но однажды случается встреча у нашей блондины с попугаем. Попугай, появившись внезапно в ее комнате, сообщает о том, что белая лань и кот Мурлыка на самом деле злейшие ее враги. И они держат здесь как бы в плену эту блондину. Они в заточении ее взяли. «А все для чего?» – спрашивает она, блондина. «Потому что здесь нет других людей, а ты для них, получается, как некое увеселение, как игрушка. Здесь нет человеческого облика иного, кроме тебя. И хотя в доме были газели, которые прислуживали, которые жили вместе, не умели разговаривать, как белая лань, но все же живые существа». Попугай своими украдчивыми речами каждый день прилетал к блондине и внушал в ее сердце, что ей необходимо пойти в дальнюю часть леса, а блондине было запрещено выходить за пределы вот этого дворца, ее обиталища. Почему? Потому что лес был заколдован. Так вот, попугай говорит: ничего подобного. Иди, там есть роза, сорвав которую, ты освободишься от их колдовства и в ту же минуту окажешься рядом со своим отцом. В какой-то момент в своем сердце принцесса-блондина дошла до того, что она воспылала неприязнью к белой лане и коту Мурлыке.
И в тот самый роковой час и день, когда ей нужно было пойти вслед за попугаем и сорвать эту розу, кот Мурлыка пытался ее остановить, она жестоко пнула его ногой. Куда подальше, сама побежала вслед за попугаем. Сорвав розу, она услышала страшный хохот, который раскатился по всему лесу. «Спасибо тебе, блондина! Ты освободила меня из тюрьмы, в которой меня держало могущество белой лани. Я твой злой гений, и теперь ты переходишь в полную мою власть». «Ха-ха-ха!» — вторил этому голосу попугай. «Спасибо тебе, блондина! Теперь и я, наконец-то, могу принять свое истинное обличие, обличие колдуна». Оказывается, что попугай на самом деле был колдуном. Это он своими искусными, льстивыми, вкрадчивыми речами завладел сердцем блондины и заставил ее выйти за пределы сада, сорвать цветок и освободить не только попугая, но и злого гения самой блондины. Вот этот важный момент. Она освободила что-то негативное, что-то плохое внутри себя. Когда она вернулась, она поняла, что она натворила, и, продираясь сквозь кусты, сквозь заросли густые, она как можно быстрее попыталась вернуться в свой новый дом и увидела, что он полностью разрушен до основания. Камня на камне там нету. Конечно, она долго искала и белую лань, она искала и кота Мурлыку, она искала хоть кого-то, кто объяснил бы ей, что произошло. Не было никого. Только выскочила большая жирная жаба, которая укорными, укоризненными речами объяснила блондине, что она натворила, и что она никогда больше не увидит уже своих друзей. С этими словами пришла ночь, и, в общем, она была совершенно разбита и несчастна. Она не знала, что ей делать, ее жизнь закончилась. Во второй раз она теряет свою семью, но на этот раз по собственной своей вине, по своей, даже это не алчность, это скорее недоверие к друзьям. Это какие-то темные стороны, темные части ее души, которые взыграли в ней и заставили ее пойти на такой вероломный поступок. Долго она убивалась. К ней каждый день стала приходить корова, которая давала ей молоко, потому что иного пропитания у нее не было. В какой-то момент появляется черепаха, которая с ней разговаривает. А все это время блондина раскаивалась. Все это время блондина хотела жизнь отдать свою за то, чтобы вернуть своих друзей. И она в своем сердце решила, что если ей суждено прожить еще какие-то дни, то она их будет жить здесь, на этих развалинах, чтобы потом соединиться душами вместе с белой ланью и с котом Мурлыкой. Примерно за этими мыслями ее застала большая черепаха, которая говорит, что если она выполнит определенные условия, то сможет помочь белой лане и коту Мурлыке, которых она считала погибшими. Условия достаточно сложные. В течение 6 месяцев ей необходимо будет, взобравшись на спину черепахи, не проронить ни единого слова, не сходить со спины черепахи, и она якобы довезет принцессу до нужного места. Конечно, наша блондина соглашается на это сложное испытание. Как только их диалог был закончен, черепаха говорит: с этого момента ты не должна говорить ни слова. И это было сложное испытание, потому что черепаха двигалась очень медленно. Спустя где-то 100 дней, по-моему, она увидела уже и дворец, где, скорее всего, может находиться белая лань и, может быть, кот Мурлыка. И она могла бы сейчас спрыгнуть со спины черепахи и в течение 10 минут добежать до этого дворца, потому что он был так близок, она говорит. Но условия, но договор не позволяли этого сделать. Ей необходимо было набраться терпения, быть смиренной, быть послушной, находясь на спине этой черепахи. И выполнять этих 2 простых, но одновременно сложных условия, потому что ты видишь цель, ты мог бы к ней сейчас рвануть, побежать, на колеснице понестись, но ты должен сдерживать эти самые вожжи. Не вожжи черепахи, свои внутренние. Она была терпелива. Она выполнила этот договор до конца. Первая заговорила черепаха. Она сказала о том, что ты умничка, ты молодец, ты можешь теперь спуститься на землю и войти во дворец.
Она входит во дворец, ее встречает на пороге множество девушек, которые как будто бы знают ее, они смотрят на нее ласковыми глазами. Она объясняет, куда ей нужно пройти, потому что черепаха ей сказала, кого спросить, какую фею, а, дескать, фея уже подскажет, где белая лань, где кот Мурлыка. Эти милые девушки провожали ее своими жестами в один из залов. Там она, очутившись, увидела большое просторное такое помещение. Ее внимание привлек шкаф, от которого шло как будто бы свечение. Ее таки манило открыть этот шкаф и заглянуть, и посмотреть, а что же там находится. Из этого шкафа вдруг внезапно вышла фея. «Блондина», — с грустью сказала фея благосклонности, — «сейчас вы узнаете о судьбе ваших друзей. Но, что бы ни довелось вам увидеть, не теряйте мужества и надежды». С этими словами она подняла с колен дрожащую от страха блондину, подвела ее к шкафу, который перед этим так поразил ее воображение. «Вот ключ от этого шкафа, блондина. Откройте его сами и не теряйте самообладание». Она протянула блондине маленький золотой ключ, дрожащими руками блондина открыла шкаф. Вообразите, что с ней стало, когда она увидела в шкафу две шкуры – белой лани и кота Мурлыки. И та, и другая были аккуратно прибиты к стенкам красивыми гвоздиками с алмазными шляпками. Увидев эти шкуры, несчастная блондина испустила душераздирающий крик, лишилась чувств и упала на руки феи. Дверь комнаты открылась еще раз, и юноша, одетый, как принц, прекрасный, словно ясный день, бросился к блондине, восклицая: «Ах, матушка, вы же видите, что испытание слишком жестоко для нашей дорогой блондины!» «Увы, сын мой, мое сердце тоже обливается кровью. Но ведь ты сам знаешь, что это последнее наказание было необходимо, чтобы навсегда избавить ее от тиранической власти гения Сиреневого леса». С этими словами фея благосклонности коснулась блондины своей волшебной палочкой. Блондина немедленно пришла в себя, но тут же закричала, заливаясь слезами: «Дайте мне умереть! Я не желаю больше жить! Бедная, бедная блондина, нет больше для тебя надежды, нет тебе счастья. Мои друзья, мои дорогие друзья, я последую за вами». «Милая блондина, остановитесь», — сказала фея, сжимая девочку в объятиях. «Ваши друзья живы, они любят вас, как и прежде. Белая лань — это я, а рядом мой сын, кот Мурлыка. Да, да, дитя мое, злой гений Сиреневого леса, воспользовавшись оплошностью моего сына, сумел завладеть нами и придал нам то обличие, в котором вы нас и узнали. Мы могли вернуться к прежнему облику только в том случае, когда вы сорвете розу, которая, как мне было прекрасно известно, являлась вашим злым гением. Почему я и держала ее в плену. Я поместила ее как можно дальше от моего дворца, стараясь, чтобы она никогда не попалась вам на глаза. Я знала, каким несчастьем вы себя подвергнете, освободив вашего злого гения из его заточения. И само небо свидетель, что мы с сыном охотно остались бы на всю жизнь белой ланью и котом Мурлыкой, лишь бы избавить вас от тех жестоких испытаний, через которые вам пришлось пройти. Но попугай сумел до вас добраться, несмотря на все наши предосторожности. Остальное, мое дорогое дитя, вы знаете сами. Вам неизвестно только одно, как сильно мы тревожились, как много пережили, когда вы поселились в этом одиноком шалаше и каждый день лили по нам слезы. Вы поняли, что произошло? Белая лань, кот Мурлыка, они стали людьми, и черепаха, в конце концов, блондину привела в новый дом, в новый дворец, к неизвестным, как ей казалось, людям. И ей пришлось пройти последнее сложное испытание. Открыв дверцу шкафа, она подумала, что и белая лань, и кот Мурлык, они мертвы. И, не желая жить, она была готова умереть тут же, дабы последовать за своими друзьями. Это было последнее, самое жестокое и трудное испытание.
И та белая роза, которую сорвала некогда в сиреневом лесу блондина, на самом деле это была роза, символизирующая злой гений. Если хотите, это что-то было наподобие древа познания добра и зла, которое некогда Господь разместил в Эдемском саду, сказав: «От всех деревьев ешьте, а от этого не ешьте, ибо в день, в который вы вкусите от него, смертью умрете». Но по иронии судьбы, эта самая сорванная роза, она и освобождает и кота Мурлыку, и белую лань от их заточения в нечеловеческие тела и сможет им вернуть прежний их облик. Но белая лань готова была пожертвовать собой ради того, чтобы блондине не пришлось проходить все эти сложные испытания. А испытания были очень сложные, и все они ограничились тем, что она могла бы умереть. Они были все также сопряжены с тяжелыми душевными муками, с переживаниями, что это она виновата и повинна в смерти и гибели своих новых друзей. Именно она освободила их и разбудила свой злой гений, с которым должна была теперь бороться на протяжении остальной части сказки, на протяжении того пути, когда она будет следовать за своими друзьями и потом за своим отцом. Сказка заканчивается совершенно потрясающим образом. Они садятся все втроем в новую упряжку, запряженную лебедями, и двигаются уже к отцу. Случается замечательная прекрасная встреча. Там уже давно нет Фербеты, там уже нет давно Брунетты. Каждая из них получила свое справедливое возмездие. Единственное, что Брунетта, она перевоспитывается и в конце концов стала под стать блондине, хорошей, замечательной девушкой. Эта встреча, эта теплая, нежная, наполненная приятными эмоциями встреча, она продолжалась достаточно долго в виде какого-то пира, и в конце концов, все заканчивается совершенным хэппи-эндом. Я просто хочу вам... У вас же останется в голове мысль, что сказка не закончена, да? Нужно ее дорассказать. Вот эта фея, некогда белая лань, а теперь фея, она выходит замуж за папу, то есть за короля, а понятное дело, что наша блондина, она выходит замуж за кота Мурлыку. И вот так вот две семьи объединяются, теперь они живут вместе под одной крышей во дворце. Такая вот замечательная сказка, замечательная мораль. Сейчас, полнее погружаясь в карту, в классическое значение, мы будем с вами постоянно возвращаться к тому образу блондины, который мы только что узнали. И я вам старался прочесть те моменты, которые будут очень важны. Если я что-то забыл, то я буду вам их пересказывать, полнее погружая вас в наш аркан, в его глубинное значение. Вопрос к вам в начале. Вот глядя на эту карту, кто важнее, колесница или колесничий? Вопрос такой. Кто? С одной стороны, вроде бы как бы нам хочется здесь выделить персонажа, в нашем случае блондину, в случае с классикой, человека, который управляет колесницей. Но, обратите внимание, аркан-то называется колесница, не колесничий, не управляющий. Намек на инструмент, намек на саму колесницу. И здесь также выбрана не зря именно эта гравюра из сказки, потому что там есть другие, где девочка находится одна, без колесницы. Здесь повозка. Конечно же, эта повозка, в отличие от уэйтовской карты, она не так-то и долго проходит сквозь наше повествование. Она скорее стала началом пути, которое стоило теперь пройти нашей блондине. Именно благодаря этой колеснице, которую подарил ей папа, наследство. Она добралась до Сиреневого леса, и дальше начались ее испытания, ее трудности, которые воспитали в ней характер, которые взрастили в ней те все лучшие ее черты. Когда она научилась управлять колесницей своего духа и тела. Сила, ловкость, любознательность, неопытность. Таких вот 4 слова, которые можно в эту колесницу легко втиснуть, и вспоминая которые, вы будете понимать, что вот оно как бы с 4 сторон раскрывает нам эту колесницу. Сила, то есть способность удерживать, управлять этой самой колесницей. Ловкость,
Стоит ли говорить, что нужна была ловкость для того, чтобы управлять колесницей, как и сейчас требуется ловкость для того, чтобы управлять автомобилем, например? Любознательность. Любознательность, она заставляет блондину двигаться дальше в лес, чтобы рвать цветы. Она заставляет идти по пути. А что будет дальше? А что произойдет потом? И неопытность. Неопытность, потому что этот путь, который ты проходишь впервые. Да, есть любознательность, да, есть сила и ловкость. Но нет опыта. Ты впервые проходишь по этой дорожке. Здесь также присутствует в этой карте и этот аспект. По колеснице мы можем решиться на то, о чем и думать боялись. Совершить гигантские прорывы в работе и в личной жизни. Уже с первых предложений, да и с самой сказки, с ее сути мы понимаем, что это мужская карта. Это карта, которая заставляет двигаться вперед. Это огонь, который загорается внутри человека и вызывает в нем желание применять все свои навыки, умения, чтобы пройти новый путь, чтобы получить опыт, чтобы сделать то, на что ты раньше не решался. Это как прыжок с парашютом или прыжок с моста, когда тебя привязывают за ногу резинкой. Надо что-то внутри в себе такое сделать, чтобы решиться на это, согласитесь. Колесница символизирует переход из одного состояния в другое и говорит о важности предпринимать правильные усилия в правильные моменты времени. А потому есть риск, что она потеряет равновесие и управление, и тогда перевернется. Кстати, вот с этой картой, с этим арканом, как с никаким другим, важны соседние карты. Именно они покажут, насколько эта колесница будет устойчивой, стабильной, насколько она будет стремительной, либо насколько появляется риск того, что она может перевернуться, насколько ты неопытный наездник и можешь не удержать эти вожжи. Насколько ты, наоборот, может быть лихач, переоценивающий свои усилия и круто повернув в повороте, тебя выкинет в кювет. Сама по себе карта содержит в себе все эти значения, и только соседние в раскладе покажут, к чему приведет управление тобою, например, да, вот этой самой колесницей, когда мы смотрим на какую-то ситуацию. Опять же, глядя на этот аркан, как и на любые другие карты, держа в голове несколько пунктов и задавая себе по ним вопросы, вы сможете полнее раскрыть суть аркана внутри и снаружи. То есть это может быть какая-то ситуация внешняя, обстоятельства, которые сложились вокруг нас, силы, которые прикладываются к нам. Также что-то внутреннее, наши внутренние порывы, стремления, желания, противоборства. Может указывать это на одно и на второе. Карта до и после. Старший аркан, который предшествует колеснице, это карта влюбленная. Это карта выбора, осознанного. Мы еще с вами ее не разбирали, но будем разбирать. Там изображена у нас парень и девушка, изображен также ангел. И, конечно же, это намек на то, что человек, как в Эдемском саду, делает осознанный выбор, сорвав дерево познания добра и зла, да или нет, черное или белое, делать или не делать, ехать или не ехать. Выбор, раздорожье, распутье. Два варианта. Человек делает его осознанно. Сделав такой осознанный выбор по предыдущему аркану, человек оказывается на том пути. Он понимает, что теперь он там, где он должен быть. Все, что он может делать, это двигаться вперед. Это устремлять все свои какие-то усилия, таланты, навыки на то, чтобы пройти этот путь. Выбор был сделан ранее, в предыдущем аркане. Следующий аркан после 7-го, 8-й. В разных колодах он по-разному. Это может быть как сила, так и справедливость. Если мы говорим о силе, то, конечно же, здесь больше присутствует логики после этого аркана, потому что человек теперь в состоянии управлять той самой своей силой. Он может ее укрощать, он может ее доставать наружу. В общем, это появляется в твоем арсенале мощный инструмент, который ты теперь можешь поставить во главу служения
себя, обществу. В общем, ты теперь властелин над этим самым львом. Ты можешь его как разъярить, так и усмирить. Статика или динамика. В целом, глядя на эту карту и на одну, и на вторую, она не пахнет динамикой. Здесь не происходит какое-то быстрое движение. Но сама по себе колесница, наличие лошадей, сфинксов, страусов, любого движущего какого-то усилия предмета, животного, оно говорит о том, что потенциально это может быть, это очень быстро. Поэтому соседние карты как нельзя кстати и важны для раскрытия сути понимания. Это как с шестеркой жезлов, когда тоже человек, находясь на лошади, вроде бы карта статичная, но потенциально мы понимаем, что, во-первых, он сюда прискакал из пятерки, то есть это было какое-то быстрое движение. В данный момент его может не быть, но это потенциально либо еще может продолжаться, либо уже закончилось это самое движение, либо оно в будущем предвидится. Но, глядя на автомобиль, который даже стоит, предположим, какой-то спортивный гоночный, Макларен или Феррари стоит, Порш может быть, вы понимаете, что это очень быстрая машина. Она за 3 секунды может развить скорость больше, чем 100 километров. И даже если она сейчас стоит, то вы понимаете, что она может совершать эти быстрые действия. Либо она уже приехала, пересекла финишную черту и остановилась. Буквальное прочтение, то есть то, что мы здесь видим на карте, как бы оракульно мы можем его прочитать. Оракульно, конечно, мы видим здесь колесницу, а отсюда уже куча моментов, зависят они от конкретики вопроса. Это может указывать напрямую и на автомобиль, на приобретение, как на вопрос «да» или «нет», «куплю», «не куплю», да, там, «стоит», «не стоит». Может указывать на переезд из одного места в другое. Здесь это также прослеживается, потому что наша блондина поменяла несколько мест жительства, пока она двигалась к какой-то конечной цели. Это карта, которая говорит о том, что человек уехал из отцовского дома и приехал, например, куда-то в новое жилье. Поэтому оракульно также может прочитываться как движение, как перемена места жительства, как покупки автомобиля, например. Символика. Здесь ее много, мы ее разбирать не будем полнее. Это и двухцветные сфинксы, и солнечный диск с крылышками, да и латы, которые на человеке есть. Конечно, символики мало на этой карте. В большей степени здесь не символика, а скорее образ, который создался у вас после прослушанной сказки. Но в целом и общем возьмите себе за правило обращать внимание на символику, потому что она будет вам помогать полнее разбираться в карте. Значение заучивать не стоит. Вы посмотрели, каждый из каких-то символов дал вам фидбэк какой-то внутри, точнее возврат, флешбэк, да, вот к тому, что там спрятано, что там заложено. Также обращайте внимание на масть, либо на знак зодиака, который может здесь быть спрятан. Конечно, здесь много такой звездной лунной символики, и эта карта относится в большей мере как раз к 4-му дому. Это у нас рак. С одной стороны. С другой стороны, здесь так много стремления, так много огня, так много чего-то от Овна, что впору его перепутать с Овном и назвать бы его Марсом. Но, конечно, это Луна, это отчий дом, это наследство, которое достается нам от родителей, от наших предков. Это же по Луне и боязнь, с одной стороны, а с другой стороны, это и доставание своих каких-то потайных страхов наружу, это выползание того самого рака, как по аркану Луна, из воды. Животное, существо, которое где-то прячется в глубинах воды и достается наружу. Это тех самых 2 сфинкса. Это некий такой намек на алхимию, потому что соединение черного и белого, мужского и женского, тот самый магнум опус, то есть божественное делание, великое делание, когда сочетаются противоположности. И мы здесь видели
у нашей блондины в какой-то момент это также было доставание ее негативных качеств наружу, и ей пришлось с ними бороться и их усмирять. Уметь ими управлять, не отказываться от них, а как раз, скажем так, как следующий аркан сила, да, вот одеть этот самый венок, сплетенный из цветов, так одеть вожжи на лошадей, либо на сфинксов для того, чтобы поставить их на служение себе, своим целям и задачам. Магия числа 7. В целом, само по себе число 7 считается магическим, необычным. Всегда семерка – это что-то, во-первых, очень много, то, что выходит за пределы человеческого понимания, потому что, я уже говорил, пятерка – это вот наша кисть, наша рука, все, что мы можем делать нашей рукой, это все такое земное. Максимум полнота, которой нам хватает. 2 руки десятка, земная полнота. 6 – что-то излишек какой-то, который мы можем поделиться и отдать. 7 – это что-то невообразимое, это много. Что-то выходящее за грани даже человеческого понимания. Ну и сама по себе магия числа 7 считается, но всегда магическим. 7-й сын 7-го сына, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь и много иных разов, где число 7 так или иначе встречается в мифологии, в нашем подсознании оно прочно осело как необычное магическое. Противоположный аркан. По аркану колесницы противоположный – это аркан башня. И управителем аркана башня является Козерог, то есть Сатурн. А здесь Сатурн находится в заточении, он находится у нас как бы в таком усмирении, в падении. А вперед вырывается, наоборот, у нас Марс. Вырывается у нас планета, которой плевать на опыт, которой совершенно безразлично, что ты уже старичок какой-то, который прошел Крымирым. Нет, я молодой и дерзкий и горячий. Это легенда про Давида и Голиафа. Давид – олицетворение у нас будет аркана колесница, который совершенно неопытный, но который дерзкий, который наполнен силой, с которым Бог, он выходит против Голиафа. А кто такой Голиаф в данном случае? Это башня, это тот самый высокий аркан. Башня, который был умудрен опытом боев, который был огромен, он выстроил целую иерархию, как он говорил, у меня и отец был воином, и дед был воином, да, я потомственный воин. То есть такой прям намек на башню, такую крепкую махровую башню. Выходит тот самый Давид и поражает своим напором марсовым с помощью пращи в голову того самого Голиафа. Вот вам противоположность двух этих персонажей, как два аркана противоположные. Один противопоставляется другому. Молодой, энергичный, напористый, нахальный. А второй, умудренный опытом, степенный, спокойный, но который выстроил высокие стены вокруг себя. Понимание этих противоположностей помогает лучше раскрыть суть каждого из арканов, в данном случае нашего 7-го. Давайте поговорим теперь о саморазвитии, как эта карта может отыграться в нашем саморазвитии. Нас лично, либо тех людей, на кого мы смотрим, кому мы будем давать совет. Упрощенная суть этого аркана – это соединение противоположностей внутри себя и использование их для достижения единой цели. Определение своего пути, своего истинного предназначения, своей цели в этой жизни, в своем земном воплощении. Объединение противоположностей. Черное и белое. Белый конь, который рвется все время ввысь, и черный, который тянет тебя куда-то вниз. Это как лебедь, рак и щука, попытка которых объединить в одной упряжке и заставить их двигаться в одну сторону, придать им один вектор направления движения. Наша блондина, которая должна была соединить в себе свои негативные качества, хоть их там было мало, с положительными, и негативное поставить во главу себя. Ведь именно негативные качества, как это ни странно, они освободили и белую лань, и кота Мурлыку. Именно благодаря негативным качествам блондины они оказались снова людьми. Именно благодаря негативным качествам блондины
она добралась к ним снова, потому что она горевала, она сожалела. Можно сказать, что это, конечно, позитивные качества, но они угнетают человека, они съедают его изнутри. Недоверие, гордость, слабость, ряд других факторов, которые сыграли в итоге блондине на руку. Но если бы она в них осталась навсегда, они бы ее съели живьем. Она бы не вышла дальше, чем из своего шалаша. Что-то внутри боролось одновременно с этими негативными качествами и позволило ей таки совершать движение. Поэтому главная суть, главный посыл – это умение управлять, научиться управлять и хорошим, и плохим. Конечно, хорошим мы чаще всего умеем управлять с детства, это легко дается. А вот плохое – не прятать его, вытащить наружу, познакомиться с ним, запрячь его в одну упряжку рядом в этой колеснице и заставить его двигаться вперед. Это главный посыл, главная задача для саморазвития по этому аркану. Человек на своем месте наделен властью или полномочиями и контролирует процессы. И если мы говорим о сигнификаторе, который описал бы нам человека, то указывает на то, что человек на своем месте, он наделен властью, полномочиями, рычагами давления, управления и так далее. И он контролирует ситуацию и процессы. Просыпается решимость по этой карте, уверенность в себе и независимость. Это очень хорошо прослеживалось постоянно в нашей истории с блондиной, которая двигалась вперед. И когда ей было хорошо, просто нарвать цветов в сиреневом саду для того, чтобы подарить своему папе. И когда ей было плохо, когда она вышла на поляну, увидела разрушенный этот замок, как она горевала, и потом, когда появилась возможность, она села на спину черепахи и двигалась вперед. Это ли не решимость? Как только появляется лазейка какая-то маленькая, шанс, человек хватается за него крепко, как за руль автомобиля, как за вожжи повозки, и начинает подстегивать лошадей, гоняя их вперед к своей цели. Способность также высокой концентрации усилий в определенной точке и одновременная концентрация внутри себя. Отказ от того, что отвлекает. Человек как бы отодвигает в стороны те моменты, которые его отвлекают. Он сосредотачивается на главном и движется к своей цели. Концентрирует свое внимание там. Это очень похоже на отшельника. Единственное, что здесь присутствует очень много от мужского такого архетипа мага. Огня, чтобы двигаться вперед. Это не та мудрость, которая присутствует у аркана отшельник, когда он спокойно себе как ученый отодвинул все это, сосредоточился на чем-то одном, и вот сюда он смотрит и фокусирует свое внимание. Нет, это несколько иное. Это концентрация спортсмена. Это концентрация человека, сидящего за рулем спортивного автомобиля. Когда одновременно есть энергия, поток скорости, и ты не должен отвлекаться на какие-то посторонние вещи, все твое внимание только на дороге. Никакого мобильного телефона, никакого подкрашивания ресничек параллельно с движением. Способность справляться с эмоциями, но не путем их вытеснения, а мудрого взаимодействия мыслей, чувств и противоборствующих сил. Я уже говорил, здесь намекает у нас черный-белый сфинкс, в других колодах это могут быть лошади, но всегда это противоположности мужское и женское, инь и янь, черное и белое. В аркане умеренность в классике на груди ангела изображена символически взаимодействие духовного мира и физического. Там квадрат и треугольник. Треугольник как символ духовного, квадрат как символ земного. Вместе, стоит ли говорить, что 4 плюс 3 будет 7, тоже можно об этом поговорить и подумать, что та самая семерка является символом соединения земного, приземленного, человеческого, плотского и духовного, небесного, возвышенного. Не уход в одно или в другое, а и одно, и второе. Все в одну упряжку. Все поместить там. Стоит ли говорить, что это просто взрывоопасная смесь?
удержать которую порой бывает очень трудно. Но удержав которую, это просто как ракета, прорыв вперед мощный очень происходит. Карьера. Если мы говорим о продвижении по карьерной лестнице, тут спору нет. Это очень благоприятная карта. Но это может говорить нам как о личности, так и о ситуации. Что значит личная ситуация? Я думаю, вы уже поняли это из контекста. Единственное, что мы можем для наших клиентов, делая расклад, спрашивать, как выглядит, например, начальник, или как будет выглядеть предполагаемый сотрудник, которого наш клиент хочет нанять на работу, или как вы будете, например, выглядеть на вашей новой должности. И это, конечно, тогда дает характеристику личности. Но также это может описывать и ситуацию, которая может сложиться на работе вокруг этого человека, который у нас спрашивает. Это большое продвижение в делах, преодоление препятствий, противодействия или застоя. И по истории с нашей блондиной это очень хорошо прослеживается. Она проходила насквозь все те трудности, препятствия, те застои, которые были с ней. И история ее разделена на части. Есть действительно те застои, когда она оказалась у разрушенного дворца и долгое время там находилась. Но все-таки она вышла из того положения, из того застоя, сев на черепаху. Были иные, когда развитие происходило достаточно быстро, когда она открыла дверцу шкафа, увидела эти шкуры, и потом все закрутилось, завертелось. И это все-таки в большей степени внешние обстоятельства. Но, конечно, решение принимает человек внутри себя. А значит, внутри себя он должен согласовать А и Б, черное и белое. И, соединив их вместе, найдя некий какой-то компромисс, чтобы это устроило обе стороны. Условно говоря, серое. Да? Мы смешивая черное и белое, получаем серое. И благодаря ему тогда уже двигаться вперед. Колесничий, то есть тот, который управляет колесницей, решителен, амбициозен, готов идти на риск, браться за выполнение новых задач и продвигаться по карьерной лестнице. Это очень пробивная карта. Снова и снова только хочу сказать, что соседние карты и конкретика вопроса нам полнее поможет раскрыть суть аркана именно в данном конкретном случае. Это у нас будет, наоборот, преодоление каких-то препятствий, продвижение вперед вверх по карьерной лестнице, решение каких-то проблем. Но так или иначе, карта предполагает активное какое-то мужское действие. Не пассивность, активность. Дух соперничества и конкуренции. Также это способность объединять, например, коллектив вокруг себя. Синергия, то есть взаимодействие каких-то противоположностей. Особенно это хорошо ощущается в корпорациях или в крупных компаниях, когда есть большой коллектив или коллектив, который наполнен разношерстными такими служащими, работниками, сотрудниками, у которых у каждого свое мнение, то ли ввиду их индивидуальной личности, то ли ввиду занимаемых должностей и разных отделов. И порой подружить их между собой сложно. Это как, знаете, новые профессии, которые возникают. Порой так сложно сочетать между собой психолога и бухгалтера, да, например, или экономиста. Но и такие профессии есть. Вот такая синергия какая-то, которая возникает внутри рабочего коллектива, может отражаться этой картой. Почему? Потому что объединение противоположностей. Злой гений, который вышел наружу, его теперь нужно собрать, этого джина, обратно, и не запихнуть в лампу, а поставить его во главу себя. То есть в нужный момент тереть эту самую лампу, появляется джин, ты ему даешь задание, загадываешь желание, он его выполняет. Вот примерно так. Значит, подружиться с этим самым злым гением. Расширение сфер влияния, захват новых рынков. Это все то, что присуще огню, Марсу, движение вперед. То есть ты закинул туда далеко эту удочку и к ней подтягиваешься. Да? Там кинул, увидел эти пределы, горизонты и к ним стремишься, к ним движешься, к ним едешь. В финансах. Эта карта возвещает, что твои вложенные усилия приведут тебя к заветной цели. То есть напрямую здесь нет денег на этой карте. Она не говорит о том, что это не туз пентаклей, не девятка, например, пентаклей, да, что тут прям много денег или там десятка пентаклей.
Но косвенно, когда мы спрашиваем, принесет, не принесет, стоит там инвестировать, вкладываться, покупать, тратиться и так далее, то эта карта, опять же, при соседних хороших подтверждающих, может говорить о том, что твои вложенные усилия сейчас или в недавнем прошлом дадут свои результаты. И потому результирующая карта в будущем после этой также очень важна, то есть к чему это приведет. Также может говорить об указании на получение наследства, имущество, на котором человек не трудился. Та самая колесница, да, это что-то, что тебе подарили, как маленькой блондине. Отец ей купил эту самую колесницу и этих двух замечательных страусов. Посадил сверху пажа, который будет этой колесницей управлять. И все это для маленькой девочки-блондины. Поэтому, когда речь идет о недвижимости или о получении каких-то финансов, при конкретике вопроса может указывать на то, что ты получаешь то, над чем не трудился, жнешь то, что не сеял. Кто-то до тебя это сделал, ты сейчас просто пожинаешь плоды своих предков. Ай, муха. Ну и в целом эта карта стремительная. Что касается скорости развития ситуации в финансах, например, если мы спрашиваем, то она может показывать также и говорить о скорости продвижения данного какого-то дела, процесса. В отношениях между двумя чаще всего близкими людьми противоположного пола этот аркан, в большей степени аркан, конечно, индивидуалиста. Да, если мы смотрим это как на характеристику человека, то стоит скорее сделать вывод, что он не будет настроен на создание семьи. Да, если уже семья создана, если она уже есть, то мы рассматриваем при наличии каких-то соседних карт это как сигнификатор пары. Но когда мы говорим о человеке, в большей степени здесь мы видим одного, того самого молодого и дерзкого, как Давид, который победил Голиафа, который двигался вперед. Ему сейчас не до отношений. Не значит, что их не будет. Но тут нужно быть осторожным. Сейчас поговорим, почему. Если, например, один, да, и человек может искать половинку, то, как я уже сказал, он не будет настроен на какие-то серьезно длительные отношения. Если это пара, то да, тут может быть решение проблемы какой-то. Когда есть разобщенность, лебедь, рак и щука, которые тянули в разные стороны, а теперь это вся попытка объединить в одно. Зависит от конкретики вопроса и от того, какие карты у нас выпадут. Также, если мы говорим о расставании, то это уход из отношений может показывать. Имеется в виду, когда в целом в паре что-то нехорошо, и есть подозрение, уйдет, не уйдет, вторая половинка. Такая карта может показывать также и уход. Если мы говорим о том, что это любовник, то есть со стороны кто-то, то это будет персонаж, который приехал-уехал. То есть ожидать от него какой-то серьезности, в разрезе, что он создаст ячейку общества, не стоит ожидать. Если мы говорим о любовном треугольнике, то эта карта может говорить о победителе. То есть тот, на кого она укажет, скорее всего, он окажется выигрышной стороной в итоге. А тут уже зависит от того, на кого мы смотрели. Это вы, это ваша половинка или третья сторона. В общем, карта, как вы поняли, самая такая разношерстная и разнообразная. И может показывать продвижение быстрое, резкое, совершенно в разные стороны. Зависит все только от того, какой мы ставим вопрос и какие соседние карты. Если это отношения, то те, в которых надо постоянно что-то контролировать. Надо постоянно держать руку на пульсе. Надо держать те самые вожжи на повозке. Держать тот самый руль. Не получается здесь, в этих отношениях, чтобы все было гладко, все было спокойно, все было степенно и неспешно. Нет, здесь нужно будет постоянно быть в каком-то тонусе, в напряге. Очень мужская, активная и сексуальная карта завоевателя. Как сигнификатор человека, мужчина, например, может говорить о том, что он видит цель, не видит препятствия. То есть такой человек может идти напролом. Его совершенно могут и не заботить чувства девушки.
Если мы говорим в негативном прочтении в реверсе, присутствие в раскладе негативных карт, рядом имеется в виду с колесницей, может намекать на опасность не рассчитать свои силы, причем в обе стороны. Что значит не рассчитать в обе стороны? То есть это приложить больше усилий, чем надо, или наоборот недобор, не хватает сил. Соседние карты негативные могут этому вторить, либо показать, насколько человек наоборот скован будет в этом, то есть будет как бы недобор, не хватит сил, либо наоборот уж очень он рвется там рядом с каким-то выпавшим, может быть, тузом, или с какой-то активной картой, типа восьмерки жезлов, например. Недооценка ситуации в реверсе или переоценка сил. То есть и одно, и второе может говорить о перевернутом значении этой карты, когда человек, глядя на то, как все складывается, думает, это пустяк, а в итоге оказывается не пустяк, зубы об этом может сломать. И наоборот, может быть и ситуация он здраво оценивает, но свои силы переоценил. Смотри как надо, я это сделаю, я это покажу. И в итоге тоже человек не доедет, условно говоря, да, вот если в простом перевернутом по-цыгански сказать, не так движение, так не движение, не доедет, не успеет, перевернется, потеряет управление. Как вариант, вот что такое недооценка ситуации или переоценка сил? Например, трасса мокрая, то есть человек недооценивает какие-то внешние факторы, обстоятельства, которые есть, и он едет с обычной своей скоростью. Все как обычно. Но из-за того, что он неправильно оценил окружающие обстоятельства, он может попасть в аварию. Я так переношу это все в буквальную сферу. Это недооценка ситуации. А что такое переоценка сил? Предположим, человек себя плохо чувствует. Может быть, у него похмельный синдром. Вчера хорошенько не погуляли с друзьями. И он думает, у меня опыт такой, я сяду за руль, нормально доеду. Но не получается. Те же самые обстоятельства. Я не говорю, что случается какая-то экстраординарная ситуация, какие-то, может быть, экстремальные условия появились. Нет, все как обычно. Но ты себя так хреново чувствуешь, что ты не справился с управлением. Недобор или перебор в этом негативном прочтении карты также может присутствовать. Что значит недобор? То есть ты прикладываешь мало усилий. Опять же, если мы поговорим об автомобилях, тот участок болотистый, где нужно было бы дать газу и его быстренько проскочить, как бы накатом, проехать. Человек, наоборот, в какой-то момент прям остановился посреди этой большой грязной болотистой лужи, а теперь пытается газовать, буксует на месте, выехать не может. И наоборот. Там, где следовало бы притормозить, человек еще и газу дает. То есть в повороте в каком-то крутом, еще и со скользким покрытием, гололед. Он дал газу, его занесло, выкинуло в кювет. Поэтому недобор, перебор в негативном прочтении также присутствует. Обращайте это внимание. И в который раз хочу напомнить, что эта карта очень хорошо показывает свою суть только при наличии каких-то соседних сама по себе. В общем-то, это касается всех арканов, но этот очень-очень-очень хорошо должен об этом вам сказать, что вы себе отложили это в голове. Вот такая у нас сегодня карта. И такая у нас сказка о блондине, о нашей принцессе, которая, несмотря на все трудности, смогла подружиться со своими негативными плохими качествами, преодолеть препятствия благодаря тому, что она поставила во главу упряжки, она запрягла тот негатив, те черные низменные какие-то чувства, эмоции, которые у нее были, и позитивные. В одну это всю упряжку и смогла добраться до конечной цели. В конце концов, даже, как я уже говорил, и Брунетта, и Фурбетта, они тоже стали хорошими, они стали нормальными. В целом, вся эта сказка очень такая позитивная, с хэппи-эндом она закончилась, но при этом не лишена была трудностей на протяжении самого пути. И стоит помнить по колеснице, что если мы говорим о саморазвитии, то это как раз и заключено здесь то, что мы берем и мужское, и женское, и черное, и белое, и земное, и небесное, духовное, и все это объединяем воедино. Кстати, в этом случае аркан очень похож с арканом умеренность, который мы с вами уже разбирали. Умеренность очень спокойная карта, это динамичная, это движение, это огонь,
это завоевание, это захват – очень активная карта. Я желаю, чтобы для вас и для ваших клиентов она всегда поворачивалась положительной стороной. А если там и присутствует некий негатив, чтобы вы его выявляли заранее и прорабатывали внутри себя. Проходя те уроки, которые вам нужно пройти, чтобы воспитать в себе лучшие черты, чтобы в итоге оказаться победителем, как та самая блондина, которая в конце концов встретилась с отцом, таким необычным образом, но нашла себе мужа, новую маму, новых друзей, новую семью. Да, конечно, было бы хорошо, чтобы вообще всего этого не случалось, чтобы как вот они были изначально с этой семьей, ее мама чтобы не умирала, чтобы он никогда эту форбету не находил, ее отец. Но в жизни так не бывает. Жизнь состоит из трудностей, из задач, которые мы преодолеваем. Так вот я и говорю о том, чтобы вы их преодолевали вот так, таким образом, чтобы это в итоге воспитывало в вас самые лучшие ваши черты или ваших клиентов. Спасибо большое за то, что продолжаете меня смотреть, за то, что пишете комментарии и делитесь моими видео. Мне это очень приятно. До свидания.